Всем привет! Вы на канале Василяк Ниц. Сегодня я покажу вам, как связать удобную и стильную сумочку для бутылочки из полиэфирного шнура. Но можно вязать из любой пряжи и на любую бутылочку. Главное, необходимо будет провязать необходимый диаметр донышка. Такой аксессуар пригодится в повседневной жизни, особенно летом, на прогулках или в дороге. Мастер-класс подробный. Даже если вы новичок, вы обязательно справитесь. А если будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Для вязания я использовала полиэфирный шнур 2 мм. У меня ушло приблизительно 60 грамм. Также понадобится крючок номер 3. Если вы будете вязать из полиэфирного шнура, кончик нити необходимо подпалить, чтобы он не распускался. Делаем кольцо амигуруми. Захватили рабочую нить. Колечко отпускаем. Набираем 3 воздушные петли. И в кольцо нам необходимо набрать 12 столбиков с накидом с учетом вот этого первого столбика из воздушных петель. То есть мы еще в кольцо набираем 11 столбиков с накидом. Делаем накид, вводим крючок в кольцо. Провязываем 2 петли и еще 2. Накид снова в кольцо. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4. Провязываем далее. Всего получается 12 столбиков. Далее колечко затягиваем. И делаем соединение. Вот у нас столбик из воздушных петель. Находим вот здесь вот косичку сверху. Вытягиваем и делаем соединение соединительной петлей. Далее набираем 3 воздушные петли. И сюда же провязываем еще столбик с накидом в эту же петлю. Во втором ряду мы делаем прибавки. В каждую петлю провязываем по 2 столбика с накидом. Накид находим следующую, вот сюда вот вводим под косичку, получается, и провязываем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Во втором ряду получится уже 24 столбика. Соединяем второй ряд. Вот он, столбик из воздушных петель. Сверху косичка. Делаем соединение соединительной петлей. Набираем 3 воздушные петли. Вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас будут также идти прибавки через 1 столбик. Здесь у нас есть 1 столбик. В следующую провязываем прибавку. Провязываем 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую провязываем 1 столбик. В следующую снова 2 столбика. Получается, в третьем ряду мы делаем 12 прибавок, и у нас будет 36 столбиков. После прибавки 1 столбик с накидом и так далее. Провязываем третий ряд до конца.
Третий ряд заканчивается 2 столбиками с накидом. Делаем соединение, столбик из воздушных петель, сверху косичка, соединили и вяжем 4-й ряд. Данное отверстие можно затянуть посильнее. В 4-м ряду также будет 12 прибавок, только они будут идти через 2 одинарных столбика. Делаем также 3 воздушные петли. Провязываем в следующую 1 столбик. А в следующую петлю уже 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Далее в следующую провязываем 1 столбик. В следующую снова 1. И далее прибавка. Между прибавками по 2 одинарных столбика. Снова в следующие петли провязываем по 1 столбику с накидом. И делаем прибавку. Таким образом провязываем 4-й ряд до конца. В 4-м ряду у нас уже будет 48 столбиков. 4-й ряд также заканчивается прибавкой. Донышко у меня получилось размером 8,5. Вы можете примерить по своей бутылочке. Вот для своей бутылки 3 ряда для меня мало, поэтому я провязала 4-й ряд. Он немного выходит за края, но ничего страшного нет. Эти края приподнимутся наверх. Далее провязываем 1-й ряд стенок. Для этого делаем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Далее будем провязывать столбики с накидом и воздушную петлю. Поэтому сейчас мы провязали 3 воздушные петли для подъема. Делаем еще 1 воздушную петлю. Пропускаем следующую петлю, а в следующую провязываем столбик с накидом. Заводим крючок за обе стенки петли. Снова провязываем 1 воздушную петлю. Пропустили накид и в следующую столбик с накидом. Воздушная петля, пропустили, столбик с накидом. И так чередуя провязываем до конца 1-й ряд. Довязываю 1-й ряд, он заканчивается воздушной петлей. Вот у нас столбик из воздушных петель, самый первый. Отсчитываем 1, 2, 3, в 3-ю вводим крючок и делаем соединение соединительной петлей. Далее провязываем также 3 воздушные петли для подъема. Делаем 1 воздушную петлю. Далее провязываем столбики с накидом, они идут над столбиками предыдущего ряда. Делаем накид, крючок вводим не сюда вот под косичку, а вот он идет столбик в раскол столбика и провязываем столбик с накидом. Далее снова воздушная петля, накид в раскол столбика,
воздушная петля, накид, снова в раскол, не под косичку, а в раскол столбика. Таким образом довязываем второй ряд до конца. Второй ряд также заканчивается воздушной петлей. Делаем соединение точно такое же. Раз, два, три в третью соединительную петлю. И последующие ряды вяжутся точно так же. Снова делаем 3 воздушные петли, затем еще одну петлю воздушную, накид и в раскол предыдущего столбика. Воздушная петля, накид и в раскол. Таким образом провязываются последующие ряды. Вяжем на необходимую высоту. Я провязала всего 14 рядов. В конце также делаем 3 воздушные петли. Теперь провязываем столбики с накидом, провязываем в каждую петлю. Теперь между ними уже никаких воздушных петель у нас нет. Делаем накид, провязываем столбик в арочку. Затем центр столбика. Снова в арку. Таким образом провязываем ряд до конца. Довязали до конца, делаем точно такое же соединение, как и в предыдущих рядах. Раз, два, три, в четвертую петлю вводим, соединили, и по краю делаем обвязку соединительными петлями. Заводим крючок в следующую петлю, вот таким образом, получается под косичку. Вытянули и протягиваем через петлю на крючке. В следующую сильно туго не вяжите, чтобы край не был стянут. Вот я сделала обвязку. Теперь сразу же будем провязывать ручку. Вот у меня есть одна петелька на крючке. Далее шагаем в следующую петлю. Вытягиваем 2 петли на крючке. В следующую 3 петли на крючке. Провязываем 2 первые. И затем еще 2. Теперь вводим крючок вот сюда, во второй столбик. Вот у нас первый, во второй. Вытягиваем, не провязываем. Далее заводим крючок под крайние петли, вот сюда сбоку. Таким образом. Вытягиваем. 3 петли на крючке. Снова провязываем 2. Затем 2 еще. Опять вводим крючок во второй столбик, в центр. Затем под крайние петли. Три петли на крючке, провязываем 2 и затем еще 2. Таким образом провязываем ремешок на необходимую длину. Я связала ремешок. В длину он у меня получился 90 сантиметров. Учитывайте то, что ремешок тянется, и под весом бутылочки он тоже будет тянуться. В конце ниточку обрезаем, полностью вытягиваем, находим серединку. Смотрите, чтобы у вас шнурок не был перекручен. И теперь просто крючком продеваем нить.
Наша сумочка готова. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал.